Ребята, всем привет! Сегодня распакуем вот такую коробку. Там должен был приехать держатель телефона в автомобиль. Ехал он ко мне, где-то недели две получилось, даже чуть больше. Так как сначала перепутали адрес и уехал в другой город. Но потом я написал продавцу, и он все эти вопросы решил, в общем-то. И в итоге СДЭК привез мне домой, как положено. Я сначала хотел открыть спор, но продавец мне продлил время и все вопросы с доставкой решил сам. В общем, мне принесли это все, как и планировалось, к двери. Доставка была с ДЭКом. Сейчас откроем, посмотрим, что это вообще за такой держатель. Долго я там выбирал, какой лучше, какой хуже. В общем-то, решил все-таки попробовать, так как отзывы там все довольно-таки неоднозначные. Кто-то говорит нормально, кому-то пойдет, кто-то говорит не рекомендую к покупке. В общем-то, я из всех этих множества отзывов все-таки решил попробовать это все дело на себе. В общем-то, попробую и уже потом окончательно скажу вам свое мнение, подходит он лично мне для моих запросов или нет. Рекомендую я его или нет, в общем-то, будет видно уже в дальнейшем. Упаковано это все, как обычно, в полиэтилен. В обычный пакет китайский. Кстати, отправили довольно-таки быстро. Даже сам не ожидал. В общем-то, вот такая коробка. Такая она немножко помятая получилась, так как она, наверное, сама не ожидала, что будет так ехать долго. Выбирал я, кстати, отправку из России. Из расчета того, что она быстрее приедет и так далее. Так как у СДЭКа там можно отслеживать по треку, до того адреса, то есть в другой город, не ко мне в Подмосковье, а в другой город, по-моему, Смоленская область там или какая-то, уже не помню я. Доехала она где-то дней за 5. Соответственно, ко мне в Подмосковье она, я думаю, дня за 3 или 2 была бы уже у меня, принесли бы. Да ладно. В общем-то, так немножко помято. Ничего страшного, я думаю. Надеюсь, по крайней мере, не случилось. Откроем мы это все дело. И посмотрим, что там у нас внутри в итоге приехало. Картон обычный, картонная коробка, довольно-таки плотная. Здесь у нас в первом пакетике сам держатель телефона. То есть он раздвигается, должен быть, по идее, с зарядкой с беспроводной. Но у меня телефон беспроводную зарядку не поддерживает. Я больше его брал, чтобы он сам сдвигался и раздвигался. Но это мы все еще проверим, подходит он вообще ко мне или нет. Но в дальнейшем я все-таки планирую беспроводную зарядку приобрести. В смысле, телефон с беспроводной зарядкой. В следующем пакете у нас сама присоска. И вот такой кронштейн. То есть он здесь у нас регулируется выше-ниже. Можно его вообще вот так развернуть в другую сторону. Здесь у нас есть такой болт, скажем так, винт. И он ее может фиксировать. То есть подтягиваем, все, зафиксировали. Этот удлинитель, он там по зубчикам так перескакивает. И его можно фиксировать, то есть по определенным углам. То есть найти определенный зубец и вот так затянуть, например, вот так вам надо. Здесь у нас сверху тоже есть такой а-ля болт, и он уже по длине фиксирует. То есть выдвинули сколько надо, затянули. Все нормально. Пластик такой добрый. Сразу видно, что не какой-то дешевый пластик. В принципе, уже первое впечатление у меня положительное. То есть не пахнет такой какой-то дешевизной. Как знаете, я тут пошел тоже в магазин. Я сначала
как бы посмотрел, думаю, что из Китая заказывать, когда здесь можно за эти деньги купить. А нет. Я вот в пределах 1000 рублей плюс-минус, да, себе смотрел вот такой, ну или наподобие такого держателя. Здесь вообще продают такой хлам, я даже удивляюсь, откуда они его возят. Возили бы с Алиэкспресс тоже так, ну хотя бы там, да, брали бы оптом, он дешевле было бы. Пусть я 100 рублей переплатил бы, да, чем с Алика, например, ждать, но купил бы здесь. Но они вообще продают как бы за 1000 рублей, на него смотришь, он сделан, сразу видно какой-то подпольный, такой подвальный Китай. То есть все какое-то хлипкое, его берешь в руку и боишься сломать. Вот. И он как бы стоит тех денег, вот, например, вот этот он мне обошелся где-то в 1300 рублей, плюс-минус, там, ну, уже не помню, сколько он сейчас стоит, не смотрел. Вот. И здесь за такие деньги, как бы я вот, ну, по крайней мере, территориально, да, у меня около дома я не нашел таких держателей. Вот. А куда-то ехать из одного держателя плюс бензин как бы вообще мне не очень выгодно. Вот. Поэтому я решил все-таки заказать с Алиэкспресс. Ну, здесь у нас стандартные крепления, как на многих держателях. Сюда вставляем. Оп. И вот так вот вставили. И здесь можно его тоже так регулировать под всякими разными углами. Вниз, вверх, в бок. И здесь опять же этой гайкой можно зафиксировать. И все. У нас так затянули. И в принципе он держится как бы нормально. Вот. Дальше. Что у нас дальше? И здесь у нас дальше в комплекте еще идет. Так, коробка у нас пустая. В комплекте идет вот такая брошюра. Она у нас на китайском языке. Здесь китайский. И с другой стороны английский. Ну хорошо, хоть есть английский. Собственно, 15 ватт. Насколько я понимаю. И у нас дальше по комплекту идет вот такой вот зажим на воздуховод. Но он мне не подойдет сразу, потому что у меня воздуховоды там другие. Как бы это не будет на нем держаться. Они такие довольно-таки широкие. И вот эта часть держателя, она не будет держаться на моих воздуховодах. Вот. Но он такой довольно-таки тугой. Нужно приложить усилий, чтобы его разжать. Вот. Кому удобно, возможно, это и подойдет. Ну и кабель у нас здесь Type-C, USB. То есть Type-C мы подсоединяем вот сюда, а USB мы подсоединяем уже непосредственно, ну, в зарядное устройство, там у нас что будет. Вот. Ну, собственно, вот такой вот держатель приехал. Ну, следом мы переместимся в автомобиль, посмотрим вообще, как он будет крепиться у нас, вот эта присоска, будет ли она держаться, например, на панели, так как я планирую прежде всего крепить это все на панель. Вот, панель пластиковая, вот, и она, скажем так, не гладкая, ну, как большинство панелей в машинах, как бы такие у меня. Вот посмотрим, если она будет на ней крепиться, то это будет очень хорошо. Как бы что я планировал, так у меня и получится. Если нет, то придется его как-то крепить к стеклу, скорее всего. Вот. И уже вот эту вот мы будем вот так вот разворачивать. Вот. И вот так вот у меня будет это все дело выглядеть. Вот. Ну, естественно, там уже по месту я это все размещу, как под каким углом мне будет удобно. Вот. Собственно, из-за чего я его и выбрал, то, что он, скажем так, универсальный. То есть его можно как на воздуховод закрепить, как на лобовое стекло, например, и на панель. Там люди писали в отзывах, что на панель как бы крепится нормально, без проблем. Вот, ничего не, как бы, не отваливается вот, на дороге. Ну а кто-то писал, что к их панели она как бы присоска это не держится. Вот, собственно, пойдем в автомобиль и проверим, как это будет в моей машине. Будет ли держаться или не будет держаться. Если не будет держаться, придется крепить на стекло.
Все, переместимся в автомобиль и будем уже тестировать непосредственно в машине. Перебрались мы в машину. Вот, собственно, в этой машине и будет эксплуатироваться вот этот держатель, который приехал с Алька. До этого я пользовался вот таким держателем, тоже с Алиэкспресс. Он все удобный, то есть он автозащелка у него есть, все хорошо. Но если его использовать вот на таких вот дефлекторах, то это, как бы, мягко говоря, мучительно. То есть это все на кочках трепыхается, вот он такой живой. Телефон сюда вешаешь, и он как бы постоянно дрожит. Вот, и это все ослабляется постоянно. Это вот периодически вот так вот все выкручивается. В общем, неудобно это все использовать. Вот, которые фиксированные дефлекторы, ну, такие горизонтальные, там это более будет удобно и практично. Просто до этого в другой машине он использовался, там все с этим нормально было. Вот, но здесь вот такие условия не очень, скажем так, удобные для именно вот этого варианта. Вот. Собственно, из-за этого я и решился купить вот уже этот держатель. Сейчас я попробую его закрепить на панель, если это как бы позволит наша присоска, да? Вот, если он будет держаться, то он так и будет эксплуатироваться. Примерно вот так вот я его хочу закрепить. Но если не получится, то будем смотреть другие варианты. Камеру я кое-как закрепил. Надеюсь, что она у меня не упадет. Так она держится еле-еле. Вот. Ну а я это все дело протер салфеткой, ну, от пыли там и так далее, чтобы была более большая вероятность прилепиться вот этой вот присоске. Ну, собственно, отлепим. Мы это все дело и будем пробовать прилеплять. Так, ее откидываем, да, и вот так вот мы прилепим сюда и защелкиваем. Опа. Ну, по крайней мере, пока вот она вот не держится нифига. То есть на этой вот панели она держаться не будет, как я понимаю. Поэтому вариант, скорее всего, не для панели. Нет. Хотя, не знаю. Ну, пока вроде бы держится. Не знаю, насколько долго это хватит. Но, как мне кажется, она не будет держаться на ней. Или из-за того, что она рифленая, или просто присоска такая. Как бы, ну, не предназначенная для крепления на таких поверхностях. Вот. Но если она здесь не будет держаться, то тогда я прилеплю ее, скорее всего, к стеклу, к лобовому. Переверну его кверх ногами, присоской кверху, и это разверну, ну, в обратную сторону, и тогда прикреплю его к лобовому стеклу. Но если вот так вот его закрепить, например, да, все подтянуть тут, то он, в принципе, не дрожит практически. Вот, то есть, ну, нормально держится. Пока как бы вот так. Но оставлю, не буду трогать. Если он на морозе, как мне кажется, он все равно отвалится. Вот, и потом надо будет его заново крепить или на стекло, или на панель. В общем, будет видно, посмотрим. Буду держать, как говорится, в курсе. И так несколько дней покатаюсь, поэксплуатирую. И уже буду смотреть, как он себя ведет на неровной дороге. Или еще какие-то нюансы, может, есть. Ну и вот этот провод, вот, он идет с ним в комплекте. Вот. Это у нас для беспроводной зарядки, но телефон у меня его не поддерживает. Беспроводную зарядку. Поэтому мы будем пользоваться ей немножко по-другому. Вот, она, видите, сама раздвигается.
Вот. И это тоже, скажем так, плюс. Мы немножко так опустим. Сейчас вот так вот затянем. И эту маленько развернем к себе. Тогда вот этот телефон мы вот сюда будем, а у нас не помещается, да? Угу. Значит, мы его переклеим. Слушайте, а он так нормально прилепился. Значит, поближе. Вот сюда. Нет, где неровная поверхность, он вообще не лепнет. Поэтому вроде бы как приклеился. И не держится. Ладно, тогда на старое место. Там вот он вроде как чуть-чуть держится. Тогда вот этой вот штукой мы это все дело вытянем вот сюда. Подключим провод. Подключили. Опустим на него прям. И вот так затянем все это дело. И вот так вот, я думаю. Вот. Все. Вот так вот держится, в принципе. То есть вот в таком формате он будет. И если нужно взять телефон, например, тут есть кнопочка вот. Раз, два. Положил. Оп. Все, держится. Надо забрать. На кнопочку нажал. Забрал. Вот. В общем, пусть пока так. К сожалению, беспроводную зарядку я проверить пока не могу, так как у меня телефон не поддерживает ее. Вот. Но как бы по отзывам, судя, да, беспроводная зарядка работает. Не знаю, насколько быстро она будет заряжать телефоны, но меня, честно говоря, первым делом волновало, что будет ли держаться присоска на панели. Вот. И чтобы вот не раздвигать это все дело руками, да, вот эти вот зажимы, а именно вот так поставил, например, он зажал. Вот. Опять же, как у меня будет дело с зарядкой происходить, тут непонятно. Здесь вот я не подлезу снизу, то есть это опять неудобно немножко. Тогда придется его поднимать повыше. Вот так. Закрепим. Ага. Вот. И здесь уже можно его вот так вот будет заряжаться. Вот. Ну пока так. Посмотрим, как будет дальше эксплуатация у нас. На крайняк, если что, как я уже говорил, переставлю вот сюда куда-нибудь на стекло, если здесь будет плохо держаться. Ну все, теперь будем эксплуатировать, как бы, и уже будем смотреть, как будет себя вести данное устройство в машине, на панели. Пару раз упадет, если я, собственно, его переставлю на стекло, или же надо просто еще попробовать как вариант обезжирить панель хорошенько, вот тогда возможно лучше приклеится. Просто салфетка, она как бы, ну, все равно, мне кажется, как хорошо не обезжирит. Вот, ну а так он держится нормально.
Не особо он так трепыхается. Надеюсь, что будет держаться. Вот. Ну все, если что, я потом вам расскажу в итоге, как что получилось. Сейчас недельку покатаюсь, попробую, что-то где, какие минусы и плюсы. Вот, а потом будет уже, скажем так, итоговый результат. Что мне в нем понравилось, что нет. Вообще, могу ли я рекомендовать его кому-то. Сейчас будут железнодорожные пути, трамвайные, вот мы их проезжаем. В принципе, нормально, не дребезжит. И присоска пока мест держится. То есть я вот весь день прокатался, практически весь день. Были, конечно, у меня перерывы, все время я за рулем не сижу, как бы бывает, что и пешком хожу. Но как бы пока устраивает меня этот вот держатель. То есть вот видите, да, он чуть-чуть трепыхается, но как бы такого прям вот, чтобы он болтался туда-сюда, вверх-вниз, нету. То есть в принципе нормальный. Это при условии, что у меня еще плечо там выдвинуто до конца. Если будет плечо это короче, я думаю, что и колебаний будет меньше. Ну, в общем, еще потестирую какое-то время. И потом уже расскажу, что понравилось, что нет. Так, ребят, привет. У нас все тесты. У нас мороз 22. Держатель пока стоит. Вот сейчас завел. Даже еще нагреться не успела машина. Вот, но держатель пока стоит. Вот шатаю его. Держится вроде бы. Так что пока вместе. Но не зажимает что-то. Замерз. Он стоит, но на морозе вот немножко замерз. Не зажимает телефон. Как бы он подсоединен, все. Вон лампочка горит. Но он на сенсор нажимаешь, тоже не срабатывает. А вот двигается что-то, раздвигается потихоньку. Видите? То есть он, короче, просто замерз. Сейчас он отойдет, я думаю, все будет нормально. Ну вот так он не упал, я, честно говоря, думал, приду, а он уже лежит где-нибудь на полу. А нет, пока держится. В общем-то, тестируем дальше и будем смотреть. Ну, в общем-то, вот у меня начали окна отогреваться. Несколько минут я тут сижу, грею машину. И тут все отошло. То есть эти все приблуды заработали. Вот сенсор, пожалуйста, работает. И телефон уже держится. Все нормально. Эта штука тоже держится. Так что пока полет нормальный. Тестируем дальше.
сейчас были ЖД пути. В принципе, нормально, не очень он трепыхается. Еще такой момент, это тоже, скорее всего, недостаток этого держателя будет. То есть это толщина самого смартфона или телефона, у кого что. Вот здесь как бы ограничено. Если будет смартфон слишком широкий, да, или чехол будет слишком широкий, то вот эти как бы держатели, да, боковые, они будут прижимать вот этими верхними, то есть местами, вот, то есть не вот этими как бы выгнутыми, да, он будет ложиться не в этот паз, вот, а именно вот верхними. Но он как бы зажимает, все держит, но как бы вот такой вот момент есть, вот. Не знаю, это минус-плюс, для кого-то может это не будет минусом. Вот. Просто я как бы Poco X3, который у меня у сына, вот, он сюда становится по ширине, но по толщине он сам по себе толстый, а с чехлом он еще толще. То есть и он как бы зажимает, но вот в эти вот, ну скажем так, места, вот, он не ложится. Он зажимается вот этими вот краями верхними. Вот этими верхними краями. Вот. Так что как бы это вот такой тоже есть нюанс у этого держателя. И я думаю, что если у кого-то, допустим, широкий смартфон, да, вот, ну, шире вот этого, предположим, да, этот вот он кладется нормально, вот, и зажимается вот отлично, да, здесь держится. Вот. Покафон, он, который я пробовал, он вот этими краями вот зажимается. Вот. Поэтому, если у кого-то широкий телефон, смотрите, чтобы вот эти вот боковые держатели, которые зажимают телефон, они были более широкие. Просто, как мне кажется, если он будет плохо держаться здесь, то все равно, хоть он и не очень сильно трясется, да, но на сильной качке, мне кажется, он может все равно как-то выскочить. Хотя это маловероятно. Вот, но мне кажется, такое может быть. Вот такой нюанс. Ну, еще такой, не знаю, недостаток или нет, но это вот этот вот сенсор для закрывания, открывания вот этих боковых держателей, зажимов, так скажем. Он находится немножко, ну, как бы не под рукой. Если ты, например, обычно берешь телефон, допустим, правой рукой, да, то здесь лучше, конечно, чтобы он был вот с этой стороны. С этой стороны, если телефон тем более широкий, как-то этим пальцем не очень удобно. Вот, тем более его надо нащупать с непривычки сначала. Потом привыкаешь без разницы, с этой или с этой стороны. Но сам факт, как бы для кого-то это будет, может, какой-то нюанс при выборе держателя. Вот. Поэтому, вот, ну, я как бы его говорю. Вот. А так, в принципе, разницы нет. Что здесь, что здесь. Самое главное, что это как бы функция, она вообще присутствует. Вот. И не надо там как-то его раздвигать или выламывать отсюда, как у некоторых там есть, даже более дорогих моделей. Вот. Так что вот такой вот момент есть. Итак, подведем итоги этого держателя. В общем, я попользовался им где-то, ну, скажем так, неделю, да, округлим. То есть дней где-то 6. Вот. И выявил, как бы, ну, плюсы и минусы. Вот. Но в целом сразу скажу, что меня он полностью устраивает, то есть за свои деньги. Здесь по месту за такие деньги, как бы, я, ну, дешевле не нашел, по крайней мере, в пешей доступности. Ну и перейдем сначала к минусам. Начнем с того, что у него вот эта вот петелька, подставка, вот, чтобы телефон на нее ставить, вот эта вот штука, она здесь сделана как такая петелька. И если мы
например, поставили телефон и здесь подзапитываем шнуром его, то есть зарядка, да, стоит. И если кто-то, например, звонит и я беру трубку, то этот шнур, соответственно, у меня здесь мешается. То есть я с непривычки несколько раз прям так нормально его дернул. То есть, ну, кто-то позвонил, я беру трубку и со шнуром, естественно, его как бы дергаю. Вот. Это как бы, ну, дело привычки, но, опять же, для меня это не очень удобно. Другое дело, если у кого-то зарядка беспроводная, то есть с этим проблем нету. И опять же, есть такие провода, которые без вот этого штекера, вот они магнитные, можно штекер вставлять в телефон, а это просто на магните. И когда вы будете брать, магнит будет отцепляться сам. Но это, опять же, надо купить провод и так далее, как бы тоже не знаю, выход это или нет, решать уже вам. Для меня это как бы не является минусом, потому что я уже в принципе привык, да, кто-то звонит, я отключаю как бы, ну, провод и уже потом беру трубку, вот. Или вообще разговариваю на громкой связи, вот, если это для меня удобно. Дальше. Согласно вот этих вот держателей боковых, вот здесь есть такой сенсор. Она не кнопка, а как сенсорный. То есть до нее дотрагиваешься, они сдвигаются и раздвигаются. Тут момент такой. Вот если у меня, например, телефон стоит, вот я его поставил, вот он у меня зажало, я еду, приехал я до точки куда-то там, все, мне надо выйти из машины, я выключил зажигание. Вот, зажигание выключил, то есть питание на него уже не идет. И я не могу взять телефон с подставки. То есть этот сенсор уже не работает, если не идет питание на сам держатель. То есть вот это вот, конечно, вот меня немножко как бы напрягает, но я в принципе уже тоже к этому привык. И ну такой тоже минус, не минус, тут тоже дело как бы привычки. Вот, скажем так, нюанс вот этого держателя. Собственно, когда я включаю зажигание, они вот сейчас разъехались, опять же держат. Здесь нужно вот нажал на сенсор, все, он отпускает. Вот тут, конечно, вот это вот тоже может кого-то напрягает. То есть я отключаю сам провод от держателя, и он получается у нас как бы, ну, не рабочий. Этот сенсор и боковые эти уже не работают. Вот. Тут уже кому как. Кому-то это минус, кому-то это плюс. Вот. Здесь у нас Type-C. Вот. Не micro-USB. Это в принципе хорошо. Вот. Запитали, все у нас заработало. Дальше что? Из минусов, в принципе, все. Ну, не то, что минусов, из нюансов. В принципе, все. Как бы остальное меня не напрягает. В принципе, как бы пользоваться им довольно-таки удобно. Дальше, что вообще из, как бы, в принципе, положительного, да? Это цена, опять же, потом провод довольно-таки длинный. Вот тут, в принципе, если у вас он не где-то там в углу там находится, то до прикуривателя без проблем провод дотянется. Вот, если где-то тут у вас в центральной панели, консоль у вас находится. Вот. Потом вот это вот регулятор, вот это тоже плюс. Вот он вытягивается, то есть можно сделать как бы, ну, как вам удобно, в зависимости от размера телефона. Вот. Потом сюда поставил телефон, он сам сдвигается, не надо нажимать кнопку. То есть это тоже такая как бы, ну, положительная его, да, характеристика. Потом само вот это вращение вот на этом шарнире, вот оно довольно-таки, ну, скажем так, широко вращается, да, большие у нее углы наклонов, поворотов, вот. И здесь уже под себя можно настроить, как вам удобно. Вот это для меня тоже очень немаловажный фактор. Я до этого пользовался вот таким вот держателем. Вот у него вот эта поворотная, она очень маленькая. И, например, если вставил ты куда-то, ну, в дефлектор, да, вот, то уже она не всегда как бы к тебе повернется удобной стороной, скажем так. Вот.
Вот. Здесь немножко по-другому. Ну, сам форм-фактор тоже как бы другой, но просто есть как бы сравнить у меня. С чем сравнить? У меня только вот этот держатель как бы живой остался, вот других нет. Вот. Потом вот эта часть, на которой держится непосредственно сам держатель, она раздвижная. Это тоже отнесем к положительным характеристикам, потому что не у всех как бы есть возможность куда-то с краю закрепить там панели, да, ну то есть неровные, например, или еще там какие-то нюансы, да, то есть ее можно выдвинуть. Она не очень длинная, и это тоже плюсы, потому что не так будет прыгать на качках. Вот. Потом здесь довольно-таки мощные вот эти винты, вот, хорошо зажимают, ничего не дребезжит, не колышется, то есть не трепыхается, едешь нормально, по кочкам тоже минимальное дрожание, или вообще практически его нет. Если уж совсем сильный такой, как бы, там, не знаю, неровности на дороге, вот, тогда он как бы сотрясается, а так вообще идеально, как по мне. Отлично. Вот. Потом присоска держит даже на морозе. Вот минус 22 мороз был, вообще без проблем, ничего не отвалилось, все нормально. Так, потом его можно опять же перевернуть, как вам удобно. Можете приклеить его на стекло. Я так ездил всего лишь один день, к сожалению, камеры у меня не было с собой, я не снял. В принципе, удобно. Ну, его просто переворачиваешь сам держатель к стеклу и эту ставишь в таком же положении. И все, проблем нету, тоже в принципе имеет место быть, тоже удобно так эксплуатировать. Вот. Дальше этот винт тоже хорошо держит, затянул его один раз и проблем тоже с ним нету. Потом, ну, в принципе, это вот как бы основное, да, что я хотел отметить, сказать. Вот, как бы есть свои нюансы, моменты, вот, но в целом мне нравится за эти деньги, вообще, как бы, претензий к нему в принципе нет. Вот, есть свои нюансы, я думаю, у любого держателя они будут, вот, будь то он там за 2000 рублей будет, будь то там он за 1000 рублей, вот, я уже не говорю о каких-то совсем бюджетных вариантах. Так, и еще я хотел отметить, может быть для кого-то это будет важно, на морозе, пока вот салон там хотя бы немножко минимально не прогреется, он как бы немножко подтупливает. Вот, телефон ставишь, он не сразу соображает, то есть ставишь, он сначала подумает, вот здесь он практически сразу, да, пару секунд, а на морозе он как бы немножко, у него есть задумка, вот, и не знаю, с чем это связано, возможно, там механизм замерзает, возможно, еще что-то, вот, но сам факт, как бы, вот, но меня это не напрягает, я вот, как бы, прогрел салон, потом ставлю уже, и все работает у меня, в принципе, нормально, все хорошо, мне, в общем, этот держатель нравится, вот. В общем, ребят, держатель рекомендую. Вообще сделан нормально, добротно. Вот, проблем с ним пока таких каких-то весомых нету. Вот, в общем-то, пластик качественный, ничего не дрожит, не дребезжит, как это многих волнует, что на панели будет он трепыхаться. Вот, все держит телефон нормально. Даже через трамвайные пути проезжаешь, вот, некоторые прямо до того трепыхаются, что по панели стучат. Вот, с этим все нормально, как бы. Даже к шершавой панели присоска, кстати, чего я опасался, она приклеилась, все в порядке, вот с этим. Поэтому, как бы, держатель рекомендую. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем добра, здоровья, удачи. Всем пока.